Аниме с рейтингом 18+, не обязательно содержит порнографию. Такой рейтинг часто указывает на сложные сюжеты, зрелые темы или интересные эмоции, не подходящие для детей. В Японии аниме смотрят люди всех возрастов, включая взрослых офисных работников. Если вам кажется, что взрослые мультфильмы стали популярны только благодаря Симпсонам или Рик и Морти, знайте, что японское аниме давно освоило этот формат. Здесь вы найдете все, от научной фантастики и фэнтези до драмы и психологических триллеров. Для тех, кто ценит качественные истории, глубокие сюжеты и неожиданные повороты, я подготовил подборку лучших аниме для тебя. Начнем мы с Monster, который снят по одноименной манге Наоки Урасавы и часто рекомендуется тем, кому понравилась Тетрадь смерти. Это психологический триллер с элементами детектива, погружает зрителей в Европу 80-х годов. Сюжет начинается в Германии в 1086 году. Главный герой доктор Кензо Тенма, талантливый японский нейрохирург, сталкивается с моральным выбором: спасти жизнь важного политика или мальчика Йохана Либера. Он спасает мальчика, что приводит к трагическим последствиям. Спустя годы Йохан становится серийным убийцей, и Тенма решает его остановить. Аниме Monster включает множество отсылок к классической литературе, особенно к произведениям Достоевского. Темы морального выбора, вины и искупления передают истории философскую глубину. Аниме мастерски передает атмосферу послевоенной Германии и периода Холодной войны, создавая правдоподобный и насыщенный фон. Вопросы о природе зла, свободе воли и последствия действий поднимают напряжение всего сериала. Множество второстепенных персонажей добавляет многослойность сюжету, а мрачная и напряженная атмосфера усиливается качественной анимацией и саундтреком. Monster сочетает напряженный сюжет, глубокие персонажи и мрачную атмосферу, создавая незабываемые впечатления и заставляя зрителей задуматься о природе зла и цене. Аниме Берсерк снят по одноименной манге Кентаро Миуры и часто рекомендуется тем, кто любит темные фэнтези и эпические истории. Это мрачный эпос, исследует темы судьбы, и дружбы и предательства. Сюжет начинается с истории Гатса, странствующего наемника с трагическим прошлым. Он присоединяется к наемному отряду Бандастреба, главный который является Гриффин. Вместе они завоевывают славу, но их отношения подвергаются испытаниям из-за борьбы за власть и предательства. Аниме Берсерк включает множество отсылок к мифам и легендам, что добавляет глубину повествованию. Темы трагедии и судьбы напоминают классические литературные произведения. Аниме передает атмосферу темного средневековья с его жестокостью и магией. Глубокие персонажи уникальными чертами делают историю многослойной. Важные заметки. Версия 1997 года ценится за атмосферу и дух оригинальной манги. Позднее 3D-адаптация была негативно принята из-за плохой анимации и добавления жестокости просто так. Но манга остается предпочтительной для любителей богатого повествования и детализированной графики. Аниме «Крутой учитель Онидзука» является одной из самых популярных комедийных драматических серий о школе жизни. Это история о юморе, драме и вдохновляющих историях. Главный герой Онидзука, бывший бандит и байкер, решает стать великим учителем, устраивается на работу в школу. Он сталкивается с различными проблемами учеников, от буллинга до семейных конфликтов. Его уникальные методы воспитания помогают ученикам обрести уверенность и справляться с трудностями. Аниме ГТО мастерски балансирует между комедиями и драматическими элементами, поднимая важные социальные темы. Методы Онидзука часто эксцентричны и направлены на благополучие учеников. Аниме показывает значительное развитие персонажей и раскрывая их истории и мотивы. Аниме «Сквозь эпохи» — это выдающееся произведение режиссера Сатоши Кона, выпущено в 2001 году студией Madhouse. Этот фильм сочетает в себе элементы драмы, романтики и исторической фантастики, создавая глубокий и эмоциональный опыт. Сюжет фильма сосредоточен на интервью с бывшей актрисой Тейоко Фудзифара, которая вспоминает свою карьеру и поиски таинственного художника, в которого она была влюблена. Фильм плавно перемешивает между реальными событиями ее жизни и сценами из фильмов, в которые она снималась, стирая границы между реальностью и вымыслом. «Сквозь эпохи» — это любовное письмо к японскому кино, показывающее разные эпохи и жанры через фильмы Тейоко. Плавные переходы между реальностью и вымышленным миром создают ощущение, что зритель вместе с героиней проживает ее воспоминания. Яркая анимация и внимание к деталям делают визуальный стиль фильма уникальным. Тема времени и памяти пронизана весь фильм, придавая ему эмоциональную глубину. Аниме «Психопаспорт» — это захватывающий научно-фантастический триллер. Своей мрачной атмосферой и глубокими философскими темами аниме привлекает вниманием к вопросам свободы, контроля и морали.
Действие происходит в будущем, где общество контролируется системой Севия, оценивающая психологическое состояние граждан и их потенциальную опасность. Главная героиня Акане Цунемори становится инспектором и работает с исполнителями, бывшими преступниками, которые ловят других преступников. В процессе работы она начинает сомневаться в справедливости системы Севия. Успех первого сезона привел к созданию продолжения и спин-оффа, которые развивают и углубляют мир сериала. Психопаспорт получил признание за оригинальность и философскую глубину, заставляя зрителей задуматься о современном обществе и технологиях. Опаньки! Реклама его телеграм-канала. Подпишись! Аниме Мастер Муси — это завораживающее произведение, основанное на одноименной манге Юки Юрушибары, с созданием жанра мистики и драмы. Мастер Муси погружает зрителей в мир природных духов и необъяснимых явлений. Сюжет сосредоточен на Гинко Мусиши, мастер, изучающий мистических существ под названием Муси, который является нечто среднее между живыми существами и природными явлениями. Путешествуя по сельской Японии, Гинко решает различные проблемы, связанные с Муси, и помогает людям, затронутыми этими существами. Каждый эпизод представляет собой самостоятельную историю, исследующую философские темы и явления Муси на человеческую судьбу. Медленный темп и физическая структура аниме могут не подойти тем, кто предпочитает динамические сюжеты. Однако для тех любителей философского и медитативного повествования, Мастер Муси представляет собой незабываемое произведение. Аниме Egro Proxy — это захватывающий научно-фантастический психологический триллер. Аниме выделяется своей сложной сюжетной линией, философскими темами и мрачной атмосферой. Действие происходит в постапокалиптическом будущем, где люди живут в купольных городах. Рейль Мейер, инструктор службы безопасности города Ромбо, расследует инциденты с андроидами, которые начали появляться признаки сознания. В процессе она сталкивается с Прокси, таинственным существом с сверхъестественными способностями. Вместе с беженцем Винстоном Лоу они отправляются в путешествие, чтобы раскрыть тайны Прокси и узнать правду о своем мире. Egro Proxy затрагивает философские вопросы создания идентичности и свободы воли. Мрачная и депрессивная анимация, а также саундтрек, включающий треки Radiohead, создают напряженное и атмосферное восприятие. Сложный сюжет требуется внимательного просмотра и многочисленные размышления. Агент Паранойи. Аниме создано Цуоси Кононом. Впервые вышло в 2004 году. Оно рассказывает о серии таинственных нападений в Токио, связывающих с загадочным мальчиком Шиноне Бано. Жертвы этих нападений находятся под сильным стрессом, и события аниме углубляются в их ментальное состояние, показывая, как их страхи и тревоги воплощаются в этом мальчике. Каждая серия исследует психологические и социальные проблемы персонажей, сочетая элементы триллера, детектива и драмы. Агент Паранойи ценится за глубокое изучение человеческих эмоций и проблем общества, предлагая не только захватывающий сюжет, но и заставляя зрителей задуматься о природе страха и общественного давления. Классические истории аниме представляют собой адаптацию известных произведений мировой литературы. Оно захватывает разнообразные классические произведения от Питера Пэна и Алисы в стране чудес до приключений Шерлока Холмса. Каждая серия воссоздает сюжет и персонажей в анимационном формате, сохраняя дух оригинальных произведений и предлагая свежий взгляд на классические истории. Аниме ценится за свою образовательную ценность и доступ для младшей аудитории. Оно не только знакомит зрителей с литературными шедеврами, но и представляет их в увлекательной и визуально привлекательной форме. Ну а последнее аниме — это Евангелион. Культурное аниме впервые вышло в 1995 году. Режиссер Хидеаки Анно представил зрителям мир постапокалиптического Токио, где подростки управляют гигантскими роботами, чтобы защитить человечество от гигантских существ, известных как ангелы. Аниме сочетает элементы меха, психологической драмы и философии. Сюжет исследует темы человеческой изоляции, эмоционального травматизма и экзистенциальных вопросов. Евангелион известен своими глубокими символами, сложными персонажами и инновационной анимацией, оказавшей значительное влияние на жанр и культуру аниме в целом. И на этом все. На моем сайте вы можете бесплатно поиграть в мою игру, а также не забывайте поставить лайк, подписаться на мой YouTube и телеграм канал. Все ссылки в описании.